Привет! Это последняя торговая сессия на этой неделе. В конце видео постараюсь подвести итоги за всю неделю, сколько у меня получится заработать, какие в общем результаты. А сейчас постараемся найти какие-то интересные ситуации и заключить парочку прибыльных сделок. Начинаем с баланса $1132. И риск на сделку у меня по-прежнему 1,5%, риск на всю торговую сессию 5%. Открыл первую сделку по монетке Take. Мне показалось, что здесь большинство трейдеров открывают шортовые позиции, так как у нас был рост, и в определенный момент у нас рост начал прекращаться. Начали появляться сильные импульсы вниз, и после них дальнейшего роста не происходит. У нас был небольшой откатик, который сейчас также вкатывается, и в теории здесь отличное место поставить короткий стоп-лосс и брать уже какое-то большое откатное движение с минимальным риском. Поэтому я открывал здесь лонговую сделку против таких трейдеров, которые, как мне показалось, здесь открывают шортовые позиции, и хотел взять небольшое импульсное движение в 1-2% в лонг. К сожалению, здесь я ошибся, и первая сделка закрылась в убыток. Открыл вторую сделку, и, кстати, здесь мне похожая логика. Также, кажется, здесь большинство шортистов могут открывать шортовые сделки, так как мы постояли в определенном накоплении, начали выходить вверх, но в какой-то момент возле определенного уровня, возле максимума, у нас начинается движение вверх притупляться и начинают появляться первые откаты, показывается, что продавец у нас сильный и движение в принципе может пойти дальше вниз. При этом цена вниз сейчас не идет. И есть, скажем так, возможность заходить с коротким стопом и потенциально брать сильное шортовое движение. Поэтому, если трейдерам дают возможность открываться в шорт, то, мне кажется, должно быть какой-то импульс вверх, и, скажем так, обновление вот этих вот максимумов может вполне себе случиться и собрать их стоп-лоссы. Okay, let's go. Блин, подходит у нас к нашему стоп-лоссу. К сожалению, прям четко в Take Profit ударилась, но немножечко не дошло и цена развернулась. Но ничего страшного, такое бывает. И открыл третью сделку. Если она у меня закрывается в убыток, то, к сожалению, сессия закроется в минус. Увидел, здесь монета у нас очень сильно падает. В какой-то момент мы начали делать откат, но откат в принципе остановился, и сейчас продолжается движение по тренду в шорт. Как мне кажется, здесь большинство будут открывать шортовые сделки, ставить какие-то стоп-лоссы за ближайшие максимумы и потенциально брать движение вниз. Поэтому я открыл сделку здесь в лонг и хотел взять какое-то небольшое импульсное движение, процентика на 2, вверх на сбор стопов шортистов, кто здесь открывал позиции в шорт. Подходит у нас к нашему Take Profit. И думаю здесь закрыться руками. Ждал я здесь какое-то импульсное движение, но, к сожалению, движение импульсного не происходит. И быстренько закрылся здесь по рынку. Открыл опасную сделку. У меня очень получился короткий стоп-лосс, потому что зашел на объем повыше. И вполне возможно, что меня сейчас быстренько закроет здесь по стоп-лоссу. Открывался я с такой логикой, что у нас монета стоит в небольшом накоплении, и у нас движется она волнообразными движениями. Постоянно есть какие-то падения, откаты, падения. Сейчас мы находимся на максимумах, и цена остановилась. Появляется возможность зайти с коротким стоп-лоссом и словить какое-то снижение вниз, небольшой откат словить, либо же полноценный разворот. Но логика, если честно, это прям слабая, и стоп-лосс получился очень близко. Поэтому слабенькая, короче, эта сделка получилась. Но если получится, то возможно будет какое-то движение вверх. К сожалению, меня здесь по Take Profit не забрало. Цена коснулась четко цифры, в которой у меня стояла заявка на Take Profit, и развернулась
вниз я решил не рисковать и закрылся здесь в убыток. Открыл еще одну позицию, но если честно, качество сделок уже мое падает, потому что я долго сижу за терминалом и в принципе сделки заключаются хуже и хуже. Сейчас я зашел в монетку, мне показалось, что у нас, во-первых, очень сильное падение, которые все откаты у нас выкупаются, точнее все у нас откаты продаются, и дальнейшее движение идет у нас вниз. На этом фоне трейдеры, возможно, будут заходить в шорт, потому что есть еще куда падать, нету сейчас никаких уровней рядом, и потенциально движение вниз может продолжаться. Поэтому я открывал здесь лонговую сделку против типа таких трейдеров, которые здесь заходят в шорт. Ну, как я сказал, это уже больше такое вроде как и кажется, но сделка слабоватая, наверное. Импульсное движение в нашу сторону произошло. И хоть, откровенно говоря, я плохо сформулировал, почему я здесь заходил, и сделка была слабенькая, но она принесла мне неплохой take profit. И зная себя, наверное, буду прекращать данную торговую сессию, потому что качество сделок падает, и в такие моменты повышен шанс начать нарушать свою торговую систему, и можно слить какой-то приличный процент от депозита. Поэтому буду прекращать данную торговлю. Получилось у нас поторговать сейчас в ноль. Ну, в принципе, ничего страшного, так как перед этим за всю неделю у меня баланс немножко вырос. Начинал я эту неделю с 1070 долларов. Сейчас у нас плюс 60 долларов за неделю получилось заработать. Я так же, как и перед этим, половину профита вывожу, половину оставляю на увеличение баланса для торговли. Поэтому 30 баксов я вывожу и буду начинать следующую неделю с 1100 долларов.